Всего 4 месяца назад известный миллиардер и экономист Рэй Далио заявил, что экономические проблемы США с каждым днем будут становиться все хуже и хуже, ведь Америка стоит на пороге глобального долгового кризиса, и он оказался абсолютно прав, потому что сейчас госдолг США растет настолько быстро, что за один день составляет 275 миллиардов и уже пробил 33,5 триллиона долларов. Ранее прогнозировалось, что к концу 2023 года США выпустит облигации только на 1,3 триллиона, но год еще даже не закончился, а правительство уже выпустило новые облигации на 2 триллиона долларов. А знаете, где они берут деньги, чтобы платить проценты по этим облигациям? Просто печатают, ведь лишь за последние 3 года ФРС напечатала 15 триллионов долларов и увеличила его оборот на 375%. Аналитики уже бьют тревогу начала кризиса. Самый крупный инвестор Уоррен Баффет продолжает продавать свои активы на сумму 8 миллиардов долларов, а высокие ставки ФРС создают огромное давление на американские банки. Но по мнению известного криптоаналитика и создателя биржи BitMEX Артура Хейса, победителем в этом суровом экономическом кризисе станет именно биткоин, который к концу года вырастет до 70 тысяч, а в 2026 году он вообще достигнет 750 тысяч долларов. Согласитесь, прогнозы впечатляют. Но как на самом деле экономические проблемы США повлияют на биткоин и стоит ли его покупать прямо сейчас, вы узнаете в этом видео. Привет, друзья, с вами Влад и вы на канале Coin22. Сегодня вас ждет большое видео про экономику США, но буквально 12 числа опубликуют важнейший отчет ИПЦ, который окажет сильное влияние на крипту. Поэтому чем больше лайков будет под этим видео, тем раньше мы выпустим ролик с прогнозом на биткоин перед этим важным событием. Поэтому приятного вам просмотра, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, за последнее время мы получили огромное количество данных, которые свидетельствуют о том, что прямо сейчас экономика США испытывает очень серьезные проблемы. Прежде всего, это рост госдолга на 275 миллиардов долларов за день, сильная инфляция, которая вынуждает ФРС повышать ставки, а также нереальная скорость печати новых долларов. И, кстати, эти и многие другие данные мы публикуем в нашем телеграм-канале, в котором только наши подписчики всегда остаются в курсе всех событий, потому что в нашем Telegram ты найдешь самые актуальные новости, обзоры на монеты и очень важную информацию из Твиттера. Поэтому переходи, подписывайся и дополнительно получишь эксклюзивный прогноз по биткоину на октябрь от главы криптофонда Pantera Capital с активами на сумму 4 миллиарда долларов. В начале 2023 года многие инвесторы были убеждены, что США движутся к рецессии из-за агрессивной политики ФРС. Также были опасения, что инфляцию будет снизить намного сложнее из-за стабильного сильного рынка труда. Но оба этих опасения утихли, как только в июне цены начали падать более резко, а рынок труда замедлился, не вызывая резкого роста безработицы. В июльском опросе управляющих фондами Банков Америка 72% респондентов полагали, что мировая экономика либо испытает мягкую посадку, не вызывая рецессию, либо вообще не приведет к каким-либо проблемам. Однако с начала августа положительных прогнозов стало намного меньше, ведь слияние экономических факторов, финансовых и, что наиболее важно, политических, сделало очевидным то, что США находятся в более опасной ситуации, чем мы с вами думали ранее. И первую серьезную проблему, которую я хочу разобрать, это исторический рост госдолга США. Размер госдолга уже давно превысил 33 триллиона долларов и сейчас растет настолько рекордными темпами, что на этой неделе долг вырос на целых 275 миллиардов всего лишь за один день и составил 33,5 триллиона долларов. Это значит, что США увеличивали долг на 32 миллиарда каждый день в течение последних 2 недель. Цифры, конечно, сумасшедшие, особенно если мы посмотрим на доходы США, ведь за один рабочий год Америке удалось заработать только 3,9 триллионов, а вот годовые расходы составили 5,5. И на данный момент дефицит уже добрался до более 1,5 триллионов долларов. Собственно, эта проблема и стала главной причиной, почему в прошлом месяце агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США. И здесь я хочу вас спросить, а в чем же был неправ известный американский финансист Рэй Далио, который еще в начале этого лета предупреждал, что экономика США столкнулась с рискованной ситуацией. В том интервью Рэй Далио сказал:
По моему мнению, мы находимся в начале классического долгового кризиса позднего цикла, когда вы производите слишком много долгов, а также испытываете нехватку покупателей. Сейчас происходит то, что нам приходится продавать весь этот долг, и тогда возникает вопрос, достаточно ли у нас покупателей. Поскольку расходы США растут с каждым днем, правительству пришлось выпустить новые облигации на сумму $2 триллиона со сроком погашения 6 месяцев, хотя в начале года прогнозировалось, что облигации будут выпущены максимум на $1,3 триллиона к концу 2023 года. Но сами понимаете, что под конец этого года цифра будет гораздо больше. А также, поскольку сейчас расходы США значительно превышают доходы, единственный вариант платить проценты по облигациям – это запускать станок и печатать доллары. Перед вами находится график количества свежих долларов, которые были напечатаны лишь за последние 3 года, ведь количество долларов в обороте подскочило на 375%. В начале 2020 года в обращении находилось только $4 триллиона, но сейчас это количество увеличилось до 19 триллионов, поэтому неудивительно, почему так сильно выросла инфляция. В целом, увеличение госдолга и запуск печатного станка создают очень сильное негативное влияние на индекс доллара, который падает по отношению к другим мировым валютам. А когда инвесторы понимают, что дело пахнет жареным и доходность тех же облигаций становится ниже за счет падения индекса доллара, огромный поток капитала направляется в акции, золото, ну и конечно же биткоин, как это было в марте на фоне банкротства крупного банка Кремниевой долины. Вот поэтому сейчас биткоин привлекает внимание многих инвесторов, и в последнее время его цена активно растет, что позволяет на этом зарабатывать. А если ты не знаешь как, то обязательно присоединяйся к подписке Coin22 Pro. Подписка Pro — это лучший сервис для любого криптотрейдера, ведь, например, на днях все участники Pro заработали от 30% на движении AVAX, от 40% на активном росте Polygon и еще на многих других сделках. Ведь наши специалисты следят за рынком 24/7, чтобы вы ежедневно получали качественную аналитику и прибыльные торговые идеи. А если ты новичок, то на старте получишь пошаговое обучение и поддержку, которая будет тебя сопровождать на всех этапах торговли. Подписка Pro успешно работает больше года, и за это время мы обучили более 1000 участников и предоставили огромное количество прибыльных сделок, с которыми ты можешь ознакомиться на нашем официальном сайте, где также есть ответы на самые главные вопросы. Поэтому если ты желаешь наконец-то начать зарабатывать на крипте, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Раз уж мы уже вспомнили про отток банковских депозитов в марте, стоит отметить, что в течение следующего года вкладчики выведут более $260 миллиардов из 7 крупных банков. Согласно новым данным S&P Global, в прошлом году 4 крупнейших банка Америки потеряли депозиты на сотни миллиардов, и в новом отчете аналитики S&P Global говорят, что вся банковская индустрия США потеряла в общей сложности $872 миллиарда за 1 год. Из этой общей суммы примерно 30% вывели из JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo и Citi, и венчурный капиталист Кевин О'Лири недавно предсказал массовую консолидацию региональных банков США, вызванную ускорением оттока депозитов и недоверием вкладчиков. А в недавнем интервью он сказал: «У нас в Америке 4100 региональных банков. Вероятно, в ближайшие 3 года их число сократится до 2000. Ну, конечно, количество банков будет сокращаться, ведь когда инвесторы видят, что банкротится крупный банк, как это было в марте, а страховая покрывает максимум $250 тысяч, согласитесь, что банк уже не кажется таким надежным. И потенциальные банковские банкротства могут быть и в будущем, ведь давайте не забывать, что сейчас ставки ФРС находятся на самом высоком уровне за последние 22 года. И несмотря на то, что инфляция дает признаки замедления, ставки по-прежнему создают давление на региональные банки. Кредиты становятся более дорогими, выплачивать проценты все сложнее, а вкладчики в панике выводят депозиты. Да, именно эти факторы обанкротили Silvergate и Silicon Bank, которые были крупнейшими банками США. По поводу высоких процентных ставок, гендиректор крупного венчурного фонда Билл Акман предупреждает нас о большой угрозе, ведь он считает, что экономика начинает замедляться. В недавнем интервью CNBC Акман сказал: «Я думаю, что уровень реальных процентных ставок достаточно высок, чтобы замедлить ситуацию. Вы знаете, высокие ставки по ипотечным кредитам, высокие ставки по автомобилям, высокие ставки по кредитным картам, они начинают действительно оказывать влияние на экономику.
экономику. Экономика все еще крепкая, но она определенно ослабевает. И в целом Акман считает, что в долгосрочной перспективе структурная инфляция будет гораздо выше. А инфляция — это самая большая проблема для населения США, о чем говорят вот эти данные. Но такая вещь, как инфляция, есть в каждой стране. И вопрос, в какой же валюте тогда хранить свои сбережения, если не в долларах. На самом деле альтернатива есть. В недавнем интервью один из создателей биржи BitMEX Артур Хейс поделился своим прогнозом насчет будущего биткоина. Артур Хейс утверждает, что в течение следующих 3 лет рынок крипты зафиксирует самый большой бычий цикл в истории человечества и достигнет рекордных уровней к 2026 году. Он считает, что в этом году биткоин будет торговаться в пределах от 25 до 30 тысяч, а затем некоторые финансовые факторы приведут к тому, что процентные ставки снова упадут до нуля в 2024 году. Снижение процентной ставки, халвинг и запуск спотовых биткоин ETF поднимут биткоин к уровню 70 тысяч долларов к концу 2024 года. И как сказал Артур, именно в это время начнется настоящий бычий рынок. Но более положительный прогноз он дал на 2026 год, потому что Артур считает, что биткоин будет стоить 750 тысяч и даже 1 миллион долларов. И для этого он привел некоторые аргументы. Хейс говорит, что когда ФРС начнет снижать ставки и переходить к количественному смягчению, то есть печатать больше денег, это направит новый приток капитала в биткоин. В своем анализе он пишет: основные центральные банки мира, такие как ФРС США, Народный банк Китая, Банк Японии и ЕЦБ, в совокупности напечатают наибольшее количество бумажных денег за 2 года, чтобы спасти соответствующие рынки облигаций своего правительства. Таким образом, Артур считает, что новые напечатанные деньги пойдут в новые технологии, такие как искусственный интеллект и блокчейн, а также биткоин. Ведь в 20-х годах инвестировали в радио, в 2008 году в развитие Web3 и социальные сети, а теперь искусственный интеллект и блокчейн станут самым привлекательным местом для многих инвесторов, особенно когда запустят ETF. В сегодняшнем видео я ни в коем случае не хотел сказать, что США перестанет существовать как глобальная экономика и Америку ждет полный коллапс. Нет, речь идет о серьезных проблемах, которые могут привести к самому настоящему кризису, который мы наблюдали не один раз. Ведь рост госдолга, инфляция и сильное давление на банки не самые лучшие условия для развития экономического роста, из-за чего можно сделать вывод, что в ближайшие годы эти проблемы могут усилиться и оказать более сильное влияние на мировую экономику. А нам, как инвесторам, стоит найти подходящее место, где можно будет сохранить свой капитал, из-за чего многие, даже крупные инвесторы, смотрят в сторону биткоина. Поэтому, если вы хотите диверсифицировать свои риски, нужно рассматривать различные варианты, в том числе и крипту. Так что напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а также оставьте ваш прогноз, сколько будет стоить биткоин в конце этого года. Дополнительно не забудьте подписаться на наш телеграм-канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. Вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!